Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, осень 2023 года, сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот эти 3 месяца. Давайте узнаем, какие подсказки нам приготовили карты. 2023 год, я на протяжении нескольких видео говорила, что это год адаптации. Он у нас начался с того, что Меркурий был ретроградным в Козероге. Это произошло в конце 2022 года. И, как ни странно, вот этот 23 год, он тоже заканчивается ретроградным Меркурием в Козероге. О чем я хочу сказать? Представьте себе, что в 22 году неожиданные события, которые ворвались в нашу жизнь, словно по каким-то законам Вселенной нас переместили или заставили как-то жить совершенно по-другому, перекроили наши планы, изменили наше представление о мире, о социуме, или еще какие-то были в нашей жизни неожиданности, препоны, когда нам могло казаться, что словно мир переворачивается, и мы растерялись, мы не знаем, как действовать, чего ожидать. И вот 23-й год, он был дан для того, чтобы окончательно подвести какие-то итоги, сделать выводы. И, беря самое ценное с собой в путь дальше, смогли перешагнуть вот эту черту, которая нас уводит в будущее навсегда и никогда не вернется уже вот к какому-то статусу, который был до этого времени. Почему я так говорю? Потому что именно осень у нас попадает на ретроградность. Так получается, что Венера пробудет в ретро-движении, возвращая нас, может быть, в решении вопросов финансов и отношений, каким-то прежним событиям. И вот она у нас пробудет до 4 сентября. Меркурий до 15 сентября тоже в ретро-движении. И здесь может быть как работа с информацией, какие-то наши дела, общие связи, может быть, мы в социуме. Опять же, вопросы, может быть, касаемых денег. Нас словно тоже где-то возвращают в прошлое, к каким-то нерешенным задачам. Солнце у нас будет в Деве, и это продлится до 23 сентября. И Марс в весах. Вот это, наверное, самое главное, с 27 августа по 12 аж октября продлится. В самом начале осеннего периода ваш успех, мои дорогие овны, будет зависеть от умения и способности справляться с атаками Марса в весах. Оппозиция, которая связывает ее с вашим знаком, вызывает неожиданные реакции, которые могут быть даже жесткими временами. Если бы у вас сейчас сильная достаточно позиция, лунные узлы поменяли свою ось, теперь это Овен и Весы. Но если мы говорим, это ось, как бы северный узел, это как раз соответствует вашему знаку, а проигрывающая сила или то, чего нам будет не хватать, это Весы, или спокойствие, где-то уравновешенность, гармония, дипломатия. И в этом месяце события и окружение подталкивать могут вас как к принятию решений, которые приведут или могут привести к каким-то нежелательным ситуациям. Но чтобы шло все правильно, нам будет очень важно не принимать важных решений под воздействием эмоций или избегать решения каких-то проблем, вопросов, которые, может быть, как болевая точка. Вот их не нужно решать в гневе. И это начинается буквально где-то с начала сентября. Помимо того, что у нас много планет в ретро-движении, и могут люди, ситуации из прошлого к нам возвращаться. То есть вроде бы меня вот уже как бы достало, прямо скажем, все. Есть такие моменты, а тут на тебе, все по новой что-то начинается. Так вот, вы знаете, это какой-то кармический урок, который мы должны пройти очень грамотно. Мы сдаем своеобразный экзамен жизни. И от того, как мы его сдадим, будет зависеть. Или нас словно может отбросить назад к какой-то нулевой позиции. И это не на месяцы, это на годы, на долгие. Или мы действительно проходим, учимся где-то вот этой самой дипломатии, обходить острые углы. И, может быть, не педалировать ту ситуацию, будет очень важна ваша интуиция. Так вот, не педалировать ту ситуацию, которая заведомо, не в сфере вашего решения находится. Дипломатия, она для вас будет как спасательный круг. И вам на протяжении осени будет очень важно как раз развить до максимальной возможности в себе вот эти качества. Потому что
каких-то планетарных таких важных событий они есть, но не настолько они важны в течение осени. Мы, скорее всего, будем пожинать плоды того, что будет складываться где-то в августе. Если вы смотрите мое видео немножко раньше, я специально делаю его раньше, значит, вы можете проанализировать уже какие-то ситуации, что у вас сейчас на повестке дня. Стало быть, это где-то соответствует вашему так называемому кармическому уроку. И от того, как вы его пройдете, будет зависеть последующие годы буквально. У нас сейчас Сатурн в рыбах. Для вас это положение, оно такое, ну, деструктивно непонятное. И тем не менее, Сатурн в рыбах у нас еще останется до 25-го, 26-го, извините, года. И в последующем он, Сатурн, он уже перейдет в ваш знак. Но это произойдет не раньше февраля 26-го года, а до этого мы где-то должны быть в этих энергиях. И как раз в 25-м году, в январе месяце, ось кармических узлов, она ведь тоже сместится с вашего знака на знак, знаки рыбы Дева. То есть поменяется какая-то энергетика, и ее осваивать уже нужно именно сейчас. И если у нас это получится, мои дорогие, вы сможете как, знаете, добиться очень больших высот. А вот когда Сатурн перейдет в ваш уже знак, тогда там для себя можно, знаете, какой-то квантовый скачок совершить. Поэтому как вы распорядитесь той энергией, которая вам дана сейчас, и вот этим правом сильного, насколько вы будете снисходительны, благородны, терпеливы, будет зависеть последующий успех на годы. А если мы не проходим этот урок, тогда нам могут его повторить. Как изменится моя жизнь? Вот давайте мы такой вопрос, видео заявили как бы. Так вот, как изменится моя жизнь в течение осени? Как видят карты, мои дорогие овны? Ну вот. Я даже тянуть, по идее, не хочу, потому что у нас выпадает карта алхимика, карта мага. И это как, вот, наверное, завершение всех моих слов. Это такой вывод краткий и точный. Энергия мага– это энергия манипулятора. Это вот те энергии, как раз, о которых я только что говорила. И если мы научимся быть магами, если мы научимся где-то быть серыми кардиналами, если мы научимся обходить острые углы и тем самым какими-то другими способами решать вопросы, задачи, я ведь не имею в виду какие-то мутные сделки, отнюдь нет. Тут мутным сделкам надо сразу сказать нет, иначе мы себя поставим под великую угрозу, потому что последующие годы, да и эти годы, тайное станет явным. У нас еще про Плутон мы не забываем. И тут, может, лет 5 пройдет, а потом что-то всплывет на поверхность, и для нас прилетит какой-то обраткой, поэтому мы это тоже должны исключить. Маг, он как бы незаметен, но он незаметно управляет и командует всем. Вот такие энергии надо осваивать, мои дорогие. А что еще? Как изменится моя жизнь? По идее, это старший аркан. Как изменится? А вот как вы ее измените? Какие тенденции? Делать выбор. Выбор за вами. Вот правда, мы как на развилке будем этой осенью. Куда же я иду? Или какими способами я буду пользоваться? Кто будет в моем окружении? Или чего я хочу добиться? Вот вы будете такой вывод можете делать в течение этих месяцев. Может быть, кто-то из вас уже определился даже, и теперь будут какие-то методы вырисовываться. Но это произойдет не раньше, чем после 16 сентября. И делать этот выбор нужно, знаете как, холодным умом, не слушая советов, не где-то поддаваться эмоциям по поводу той обстановки, в которой вы находитесь, как будто сейчас это вообще и на последующий период не имеет никакого значения к вашей судьбе. Вам нужно какую-то квинтэссенцию выделить из этого вопроса. Понимаете, куда же я иду? Как я хочу изменить свою жизнь? Какое качество жизни я хочу получить? Немножко, наверное, предвидеть на пару шагов вперед. Собственно, все то, что по аркану алхимик идет.
Обязательно, вот видите, теперь я точно дальше не тяну эти карты. Двойка кубков — карта любви, но это не карта страсти, это карта надежности, искренности. И здесь это может относиться как к вашей личной жизни, что есть как будто человек или должен быть, мы должны сформировать, может быть, буквально семью создать, причем не построенную на каких-то импульсивных, понимаете, моментах, а именно больше на надежности, когда нам человек способен прийти в трудную минуту на помощь, когда он думает так же где-то, как мы, когда он понимает нас без слов, когда мы с ним на одной волне словно, и когда вот мой дом, моя крепость, вам такую крепость надо будет создать. С другой стороны, если у вас уже есть эти отношения, тогда их надо сохранять, мои дорогие, понимаете? И вот приблизительно в таких же энергиях должно быть ваше общество, социум, все то, что вас окружает. Если вы окажетесь среди правильных людей, то тогда и перспективы какие-то будут. А если мы без конца, как-то так перескакиваем с одного на второе или стремимся к какому-то сиюминутному эффекту, вряд ли мы тут выстроим что-то надежное и на длительный срок. То есть уделить внимание и именно вот той проигрывающей силе, которая у нас идет по весам, это гармония, взаимопонимание, дипломатия и больше сглаживания все же острых углов. Но энергии у вас вот такие, вам даются такие возможности. А если нам пространство, Вселенная на самом деле дает какие-то бонусы, это значит, на нас накладывается одновременно мера ответственности. Вот помните об этом. Поэтому по праву сильного надо быть по-настоящему сильным. И вот сильный тот, кто не только пытается кому-то что-то доказать, а тот, который умело взаимодействует как и с окружающими, так и с пространством. Он свои позиции только увеличивает, укрепляет, но и выстраивает правильное взаимодействие с миром, наверное, вообще. Давайте мы достанем 3 карты. Это у нас будет сентябрь, октябрь и ноябрь. И далее на колоде Таро Висконти Сфорца мы по 3 карты по основным сферам жизни тоже достанем. И раскроем немножко, как будут проходить эти месяцы, что для нас будет в приоритете по основным сферам жизни. Итак, дела, работа, бизнес. Что по финансам? Каковы энергии? И что в личной жизни? Это у нас будет октябрь, дела, работа, бизнес. Что у нас в финансах и личная жизнь? И ноябрь. Достанем тоже 3 карты. Дела, работа, бизнес, деньги. И про любовь, что нам скажут. Итак, сентябрь. Какие-то как и новые начинания, так и опереться. Вот правда я сказала, мы как будто возвращаемся в 23-м году за своим чем-то ценным, что для нас в последующем будет важно. Но мы все равно будем действовать по какому-то новому плану, в новых реалиях. Нам придется адаптироваться. И где-то генеральная репетиция может начаться уже в сентябре. Или уже у вас есть какое-то направление, которое вы хотите осуществить. Отчасти нам говорят, что здесь не важно как раз, как вот, знаете, крупная сумма денег, даже бизнес, чтобы начать, это будет неважно. У нас принцесса Пентаклей, это какая-то начальная стадия нашего либо нового дела, либо новой должности, либо, может быть, это ваша история. Но в основном тут дела, работа, бизнес, деньги, какой-то проект. Нам об этом говорят. И идет, кстати, принцесса Пентаклей медленно, она не торопится, она не допускает какого-то импульса, потому что она исключить должна в первую очередь риск. И она больше ориентирована на то, что стабильно, надежно, на года, вот где-то так. Так вот,
Достаточно одного пентакля и какого-то нашего опыта для того, чтобы осуществить какой-то свой проект, который мы можем заложить уже в сентябре, или какие-то дела, может быть, еще у вас будут, которые все равно имеют перспективное значение, то есть они не закончатся именно в сентябрем каким-то, а это часто какой-то может быть наш проект, идея, то, что мы хотим воплотить в жизнь. И, скорее всего, у нас получается дела, работа, бизнес. Вот в этой именно сфере у нас выпадает девятка кубков, и здесь хоть и кубки, но это карта финансового достатка. Значит, буквально мы какой-то проект, начав даже, и пусть это будет наш дебют даже, но мы будем точно знать, что мы на правильном пути. И мы получим, скорее всего, финансовый эквивалент. Но по этой карте деньги мы не тратим. Вот деньги мы сохраняем. Правда, одного пентакля будет достаточно. Финансы. Так вот, может быть обстановка такова, что много разрозненной информации. Нам могут сыпаться словно предложения, а попробуй себя в этом или в том, или вы можете оказаться тоже в каком-то информационном хаосе. Может быть, окружение вокруг вас такое, что каждый спорит и пытается какую-то свою стезю продавить или свой какой-то интерес поставить приоритет. И здесь вот нам позиция стороннего наблюдателя. Собственно, девятка кубков нам тоже об этом говорила. Если мы деньги не тратим, значит, как-то мы ни в чем и не участвуем. Но мы должны очень правильно, грамотно работать с информацией. Ловить на ухо, будем говорить так, мои дорогие овны, любую информацию, касаемую финансов. Может быть, это буквально, что в мире происходит, или в той местности, где вы находитесь, происходит. Каковы тенденции? Мы не должны дать себя застать врасплох. И по этой карте будет очень важно, когда мы, как будто смотрим и анализируем. Ведь по этой карте иногда мы можем узнать какую-то тайну. Личная жизнь. Личная жизнь присутствует, нам говорят, причем, скорее всего, есть какая-то и гармония, и взаимопонимание, и достаточно сам по себе спокойный период сентября. Но не совсем расслабишься, потому что впереди перемены, нам уже сказали, и значит, сохраняйте как и личные отношения, как и финансовую стабильность, как и все то, что вы уже достигли. А еще очень будет важно сохранять какой-то свой план, свою идею, не перескакивать с одного на второе. Будет вообще, знаете, ведь по принцессе Пентакли проигрывается, по сути, наше намерение или цель. Та цель, которая достаточно важная и такая высокая, но мы ее должны перевести в материальную какую-то плоскость, и как будто вот в сентябре мы можем этим и заняться. Давайте посмотрим, что у нас октябрь. А вот в октябре начинаются как раз те моменты, когда нам будет что-то или непонятно, или что-то скрыто, или обстановка такова, что не сделаешь правильные выводы. И поэтому, мои дорогие овны, вот энергию свою импульсивную нам придется сдерживать. Потому что если мы куда-то поторопимся, вот как раз торопиться нельзя по Луне. Здесь ведь все так, знаете, зыбко, ненадежно может быть. Или может приходить информация очень противоречивая. Где-то тоже, кстати, как по пятерке жезлов. Утром пришло одно, в обед другое, вечером пришло кардинально противоположное тому, что мы уже слышали. То есть настолько какие-то перемены, нестабильность, какие-то фейки. Мы не должны поддаться какому-то импульсу, если, к примеру, человек, зная наш характер, специально нас может провоцировать, вот где-то вывести на эмоциональный какой-то всплеск, понимаете? Вот тут и это надо предвидеть. Поэтому если мы находимся в энергиях мага, алхимика, в той карте, которая у нас выпала перед раскладом, нас ничто не выбьет из колеи. Мы должны избегать мест, где скапливаются люди, массы, да, мы говорим, есть такое выражение «меня несет толпа», ни в коем случае, ни в какой толпе мы не должны оказаться, потому что как дальше пойдут развиваться события, мы не знаем, мы не контролируем ничего, когда мы оказываемся в толпе. Поэтому примите во внимание, если формируется какая-то такая
какая-то вот заваруха вокруг вас, значит, нам в другую сторону нужно. И еще эта карта говорит, что не время принимать какие-то важные решения, делать выводы в октябре. Пройдет время, и все встанет на свои места. Но может у вас создаться впечатление, что ничего не меняется. Мне хочется как-то ускориться, вот я уже об этом говорила, да, по планетарным даже явлениям может создаться такое чувство. От нас как раз, если мы прислушаемся к интуиции, а как раз по карте Луна интуиция и проходит, и проанализируем какую-то ситуацию. Вы знаете, мои дорогие овны, вы сами придете к выводу, что хоть в доску я сейчас расшибись, а ничего не изменю. И поэтому где-то вы сами свой пыл, где-то желание вот это можете в себе слегка остудить и отступить полшага назад, что как раз в октябре будет наиболее правильным, и наблюдать. Дела, работа, бизнес, ваше какое-то решение, благодаря наблюдательности, благодаря интуиции. У кого-то это может быть предложение по работе или как обустроить конкретное какое-то дело, которым вы занимаетесь. По тузу жезлов это вообще любая какая-то информация может быть. И для кого-то проиграется так, что вам придется куда-то отправиться. По тузу жезлов это то, чего мы не можем изменить. Это словно обстоятельства. Они на нас воздействуют каким-то образом. И нам придется как-то быстро откликаться. Давайте посмотрим, что у нас по финансам. Ваша, если мы говорим стабильность, и вот в плане именно финансов, с картой Верховная Жрица, это карта тайн или карта тайных знаний. У вас должна быть сумма какая-то денег, которая, знаете, как неприкосновенный запас. Ведь это карта независимости, поэтому мы не должны ни от кого зависеть по деньгам. Мы не должны попасть в какую-то сомнительную ситуацию или в зависимую ситуацию от кого-то по деньгам. Значит, это будет тоже для вас, мои дорогие овны, важно. И поэтому, если мы говорим тайны, поэтому если есть какая-то сумма, которая у меня вот именно, ну, то, что мы, наверное, называем заначка, ну, факт, она не будет лишняя. Слишком много неопределенностей. Вот в октябре себя даже, ну, не тормошите, не торопите. Постарайтесь, наверное, прожить максимально этот период свободно, спокойно, и больше наблюдайте. Избегайте, как я уже сказала, мест скопления людей, избегайте людей ненадежных, избегайте предложений, которые тоже какие-то сомнительные. И где-то больше на самосохранение. И, знаете, если какая-то ситуация о себе напомнит или информация к нам приходит, первое, что должно включиться, это как самосохранение. Мы не должны попасть в какую-то как зависимую, повторяюсь, ситуацию. Тут мало что Луна, потом у нас выпадает Верховная Жрица и еще аркан повешенного. И при всем при том у нас есть туз жезлов. То есть у нас есть какой-то шанс, вариант, предложение. Это именно касается работы, зарабатывания денег. Но воспользоваться им нужно будет какими-то другими способами. Нужно быть для этого в других энергиях. Вот такими, наверное, где-то энергиями, как больше у мага. Когда мы не делаем себе во вред ничего, и, может быть, сначала мы пронаблюдаем, просчитаем, а потом в чем-то себя аккуратно попробуем. Или даже если нам придется куда-то отправиться, значит, мы должны отслеживать ситуацию, где мы, что нас и кто нас окружает. Мы должны как и держать руку на пульсе, так и пользоваться еще и интуицией. Потому что, как ни странно, если бы вы, может быть, интуиция, ну, не всегда вы вообще думаете об этом чувстве, то в октябре месяце это, знаете, как ваша какая-то база может быть. И ведь интуиция проходит по карте Верховная Жрица. У вас дважды выпадает, понимаете? Это вот обстановка, которая такая, как в тумане. Не разберешь. А это пусть вам на деньги, но где-то это же старший аркан. Он может проиграться в любой сфере жизни. Поэтому сама по себе какая-то может быть неразбериха. И какой-то вопрос, сколько ты не тормоши, ты его быстрее не решишь. Вот такая вот какая-то пауза. И единственное, мы собой не рискуем, повторяюсь. И по аркану умеренности, это пусть у нас ноябрь,
Тут нам снова помогает интуиция. Вот нравится нам или нет, что с этим делать, тоже может быть непонятно. Не будет быстрых развитий событий. Вот какая-то прежняя ситуация, она у нас словно заморозится на каком-то одном этапе. Но нам нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, потому что тоже словно будут нам даваться подсказки и возможности, и тут мы не должны отрицать каких-то методов, даже иррациональных. Это иррациональный не есть мутный метод, но это, знаете, мы можем сделать то, что до нас никто не делал вообще. Или это, в принципе, мы бы сами такой способ прежде бы тоже не рассмотрели. Но больше здесь все складывается именно через гармонию, через какую-то адаптацию. А может быть, вы отправитесь куда-то и, оказавшись в новом месте, вам придется адаптироваться к каким-то условиям. Значит, тоже не ускоряйте себя. Дела, работа, бизнес. Два старших аркана, причем очень такие, знаете, спокойно замедленные. Ну, плюс еще и какие-то непонятки по Луне. Поэтому, видите, 2 месяца, сколько не ускоряйся, но нет. И это при всем том, что у вас сейчас сильная позиция. Вот такие, наверное, поэтому нам необходимы энергии, как у мага-алхимика, потому что это же обстоятельства на вас так влияют. Дела, работа, бизнес– это королева жезлов, и это уже ваша энергетика, но посмотрите, она тоже никуда не спешит. Она как будто присела и обдумывает. И основное значение– умение работать с информацией. То есть ей нужно вот то, что она узнала от людей, то, что сложилось вокруг, в обстоятельствах, как будто проанализировать и подумать, как это применить к себе во благо. Потому что у нас есть свой план, и каким методом его осуществлять, с учетом того, что обстановка как будто поменялась. Здесь перед тем, как действовать, определенно стоит подумать, а что в деньгах? Вот посмотрите, удивительно, вам выпадает еще одна карта мага, уже на этой колоде. В самом начале это была у нас колода Таро иллюминатов, а теперь Таро Висконти Сфорца. Деньги как будто есть, но тут принцип не денежный, принцип идеи, принцип того, что вы можете любую ситуацию решить. Все в вашей власти. Нет каких-то ограничений по магу. Мы можем и сами, кстати, столкнуться с людьми, которые великие манипуляторы. Так и вы в таких же энергиях находитесь. И для того, чтобы правильно, может быть, определить, что за человек, что за ним стоит. Можно ли ему доверять или нет. Вопрос доверия явно будет у вас на первом месте в течение ноября. И как раз королева жезлов нам об этом говорит тоже. Она и присела подумать, кто в моем окружении. И как я могу воспользоваться информацией или вообще с кем стоит иметь дело, а с кем нет. Но ваши возможности безграничны. От того, как вы правильно распорядитесь ими, будет зависеть ваше качество жизни. И в личной жизни карта императора. Вот можно пройти, вот, видимо, от того, как вы что-то решите в октябре. Достаточно сложные карты. Вот они вроде бы и ни о чем, с одной стороны, потому что это сплошные какие-то, знаете, как уравнения с множеством неизвестных. И никакой же конкретики, кроме туза жезлов, да вот еще и повешенного, который нам говорит, что-то застрянет, что-то не будет и вообще, в принципе, какой-то динамики. А карта император пусть вам выпадает на личную жизнь, но это может быть не совсем про любовь, а это ваша личность. Хотя у кого-то и про любовь, значит, ваша тогда семья или ваша пара. Вы будете играть первую скрипку. От ваших каких-то решений, ведь император– это мера ответственности, значит, будет зависеть и ваша семья. И неважно, кто меня смотрит сейчас, мужчины или девушки, женщины. Значит, мы не имеем права на ошибку. Мы не можем ни себя подвергнуть риску, ни своих близких. Может быть, это получение новой должности уже будет где-то в ноябре, вполне вероятно. Или благодаря, может быть, через финансы какая-то, ну, как новый, может быть, статус для вас. Но опять же, все зависит от ваших приложенных усилий. Тут ведь действие, понимаете? Это энергетика, она не придет сама по себе. Ее нужно развивать, к этому нужно идти. Но здесь как будто нам говорят, вот тот план, который у вас был до начала сентября, вы его точно осуществите. Таким методом или другим. Но нет ничего невозможного, потому что у вас выпадает карта мага. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.